С вами Игорь. Сегодня будем чистить скважину. Потеплело на улице, стало так хорошо. Солнышко светит, тепло. Вот, можно заниматься. Вытащил я насос. Вот, наверное, видно в камеру. Подключил уже все, вот, чтобы промыть ее. Итак, немножко предыстории. Может, кто-то первый раз зашел на мой канал. Что я буду делать? Короче, забилась у меня сливная скважина. Та, что я сливаю с теплового насоса. У меня тепловой насос есть. Вот, самодельный, как сделать. У меня там на канале есть и много всяких там видео про тепловой насос. Как сделать, настроить, собрать. Все это я показываю, рассказываю. Смотрите, там плейлист есть у меня. Все про тепловой насос. И где-то перед зимой даже уже. Еще зимы не было, вода перестала, вот эта вторая скважина, сливная, туда, куда я сливаю воду, отработанную, так сказать, охлажденную, то есть, которой я уже забрал тепло, вот, она перестала принимать воду. Вот, ну, и так у меня так сделано там, система, что если она не идет в скважину, то она будет просто выбегать наверх, через трубу, вот, вверх как бы и уходит, и она у меня бежала вот здесь вот в саду, так сказать, сливалась. Ну, сильно оно тут не затапливало ничего, ну, конечно, не очень интересно это все. Вот, она должна принимать воду. Вот, и вот теперь вот настало тепло. Зимой, конечно, я это делать не хотелось мне, это все разбирать, подключать насос и все такое. Сейчас стала весна, тепло. Вот, и я решил ее попробовать прочистить, может таки получится. Вот, почему она забилась? Ну, я думаю, что она забилась от того, что железо, опять же, это железо в воде, вот, и оно портит мне вот эту вот всю малину. Получается так, что железо, оно как бы не выделяется, пока не превращается в взвешенное, так сказать, в воде, пока вода эта скважины не контактирует с воздухом. Но где-то там в испарителе или на сливе этот просто все-таки контакт происходит с воздухом. Вот, и получается, что окисляется это железо, и оно выпадает, выходит в эту вот вторую скважину. Вот. И я так подозреваю, что, не подозреваю, так оно и есть, наверное, что оно забито обычным вот этим вот железом. Вот я сейчас даже покажу, сколько у меня железа в воде. Вот, видите, вот это у меня где сливалась эта вода. Вот здесь вот видите, какая земля вся рыжая, где бежала эта вода. Видите? Вот, там не рыжая, а тут вообще везде, где всего, чего касается эта вода, там бежит трубы, краники, ведра, банки, ванны, умывальники, все становится вот таким вот рыжим, вот эти вот отложения железные. Вот, и я думаю, что то же самое случилось и в этой скважине. Вот у меня такая как бы ямка. Мои слимачки еще живые. Вот. Кабанчика такой, да? Крупняк. Пускай мяско будет. Может, когда-то я его съем. Да. Вот. Вот так вот получается. Я там рассоединил вот эту вот систему, которая идет. Вот эта труба, вот эта снизу, она идет из дома закопана от теплового насоса. Вот. А вот в эту оно как бы выбегает наружу, если оно туда не... Потому что я давно уже заметил, что оно что-то не принимает полностью, но хотя немного уходит. Опустил я такую же самую 25-ю трубу в 50-ю полиэтиленку. Вот она. Вот это вот, что возле... Вот это вот пальцем я показываю. Прикрепил клапан туда. Вот. Залил, не залил, а подергал просто. Оно поднимается, если ее дергать с клапаном. И подключил вот к насосу. Включил к насосу вот такому мощному. Сейчас мы его включим и посмотрим, что отсюда пойдет.
И правильно ли моя теория, что она забита железом? Ну, я когда разбирал вот эту вот всю эту свою сборку, вот там вот даже видно край 50-й, не знаю, видно, но он весь тоже в этом железе. Сейчас попробую увеличить. Поэтому я думаю, что то же самое. О, видите, как оно. Вот, это я опустил туда с клапаном. Эту я отключил, что от теплового насоса. Видите, там уже даже сверху столько железа. А снизу там, когда я опускал вот эту вот трубу внутреннюю, 25-ю, то аж до самого низа я достал. Но там где-то, когда уже фильтр, там примерно нижние полметра, последние, там вот такая как бы муть пошла, я почувствовал это трубой, что как бы оно стало опускаться не в воду, в какую-то муть. Я подозреваю, что там вот этого железа столько, вот этой вот рыжей мути. Вот такая вот гадость у нас водичка получается. Ладненько. Так, сейчас я настрою камеру, чтобы было видно, какая будет идти вода. И будем включать насос. Так, вот тут я ее поставлю, наверное. Как-то так стоит, она вроде нормально. Вода к насосу не должна пойти. О, вот так вот. Сейчас мы ее еще и увеличим немного. Так. Итак, включаем и смотрим, что сейчас будет. Сейчас еще пока что чистая. А, уже все. О, видите, что делает? Ого. Ничего себе, как он качает вообще этот насос такой. Посмотрите, что делается. О, слышите этот звук? Это пошел воздух. Пошел воздух, и вода перестала. Так, выключаем. Вот только что было с ямы такое урчание с трубы, то есть обсадной, то есть самой скважины. Вот это я так понял, что выкачалась вся вода из скважины, да. Выкачалась вся вода. Вот как-то так, видите, даже так забился фильтр, что даже он не пропускает пока что воду, но я надеюсь, сейчас она там должна набраться. Это водичка опять, и я включу его опять. Но надо его опять будет залить. Ладно, пока я сейчас выключусь, подготовлю все, залью, потом включусь опять. Так, продолжаем видосик. Залил я опять насос. Вот. Поддергал трубу, поднял ее. Ну, прошло минуты 3, наверное, 4, где-то так. Может, 5. Вот, сейчас будем опять смотреть, что тут у нас пойдет с трубы. Может, она уже немного промылась, а может и нет. Так, это, наверное, я сильно увеличил. О. Так, включаем. О, опять то же самое, видите? Какая гадость. Какой ужас. Интересно, прокачает оно? Опять этот звук урчащий. Все, кончилась вода. Опять выкачал. Надо выключать. Ладненько, сейчас еще раз сделаем такую процедуру. Оно же должно когда-то промыться. Потом включусь. Так, продолжаем видео. Залил я насос 3-й раз. Вот, ну показалось мне вроде бы, что 2-й раз оно как бы дольше выкачивалось. Может, уже какая-то вода должна поступать через фильтр. Вот. Он вроде как пропускает, но очень медленно. Так, смотрим, что будет сейчас.
опять такая гадость. Видите, что делается? Это просто капец. Даже насосу как-то тяжело качать. Он вообще должен больше выдавать. Опять кончилось. О, сейчас вроде кончалось дольше. Ладно, выключаем. Так, сейчас опять процедура заливки. Итак, набрал я 4-й раз. Насос заполнил. Включаем опять. Ну, уже вроде не такое страшная вода идет, но все равно рыжая. Вот это надо будет эту процедуру делать, пока аж не пойдет чистая вода. О, опять кончилось. О, ну уже вроде подсос идет быстрее. Ладненько, сейчас еще раз залью. Итак, залил я уже какой, 5-й раз? Да, по-моему, 5-й раз уже залил воду. Ну, вроде уже лучше. Тут главное, чтобы фильтр хотя бы начал пропускать. Но он вроде уже пропускает воду сюда вовнутрь. И он тогда начнет промываться, если он будет сюда воду пропускать, ну, грунтовой водой. Вот, и должно промыться, я надеюсь. Правда, сколько раз мне придется это делать? Вот, уже 5-й раз. Ладно, включаем. Ну, уже не такая страшная вода, но все-таки все равно рыжая. Ага. О, опять выкачала. Выключаем. Так, 6-й раз буду сейчас набирать. Итак, залил я 6-й раз. По-моему, 6-й. Или какой, уже не помню, какой раз я залил. Так, пробуем включать. Ну, все еще рыжая. Но уже чище. Заметно чище. Ой, дичка. О, опять выкачалась. Так, включаем. Фу. Короче, вижу я, что это видео может затянуться и на час, и на 2. Наверное, я включусь в следующий раз, когда и уже промою полностью. Уже не будет заканчиваться вода. Вот, чтобы не затягивать это видео. Ладненько. Итак, всем опять привет. Почему говорю опять привет? Ну что это уже 2-й день. Я вот этим занимаюсь. Прочисткой скважины. Но обо всем по порядку. Так, со времени прошлого видео, когда я выключился, я потом немного, так сказать, научился, как его лучше не допускать, чтобы он затянул воздух и выбросил из себя всю воду. Вот, я там потом уже так приловчился, только услышал там такое урчание, всасывающее из скважины, оно хорошо слышно, я сразу ее выключал. Вот, потом по прошествии 2-3 минуты, когда поднималась вода опять до клапана, вот, я опять включал насос, он опять выкачивал. Ну, короче, вот так вот я игрался аж до вечера. И даже почти до темна. До темна я так игрался, забрал насос. Вот, утром опять все поставил. Ну, короче, вчера вечером закончился день, что все равно скважина воду, ну, выкачивалась. Выкачивалась, правда, уже под конец дня уже она дольше выкачивалась, так сказать, медленней падал столб воды до клапана, но все равно выкачивалась. С утра я опять поставил насос и опять...
И сразу же, прямо с утра, я включил, и она перестала выкачиваться. Вот, она работал насос так, правда, плохенько так. Вот, так сначала сразу включаешь, такой нормальный объем идет воды, поток, ну, потому что выше в скважине больше воды, выше столб воды, насосу легче качать. А потом даже по струе, видишь, так оно падает, этот столб воды, уровень в скважине до минимума. Вообще у меня скважина это 8 метров получается, но это от уровня земли. От ямы. Там, где в яме, это 50-я полиэтиленка, а там еще 1,5 метра где-то самой ямы. Ну и плюс эта труба у меня, которую я опустил с клапаном вниз. Она тоже примерно 8 метров. И там еще до дна, так оно и получается примерно. Даже, наверное, больше, наверное, на 9 метров. Вот. Ну что я ее опускаю полностью. Там еще где-то метр остается. Ну я уже тыкаюсь в дно. Вот этой обсадной 50-й полиэтиленовой трубы. Вот. Сейчас вот примерно клапан висит где-то на 1,5 метра выше дна. Вот. Где-то на 1,5 метра, может быть, чуть больше, до 2 метров, где-то так вот. Клапан висит. Вот, и вода у меня тут вообще очень близко, это 3 метра. Это даже если яма плюс еще, то это 1,5 метра всего в яме до воды. Вот. И вот такая вот получается. Но это с другой стороны и плохо, потому что если сливать воду в скважину, то это и хуже получается. Не набирается такой столб в высоту, ему негде просто набраться, чтобы продавить эту воду, задавить ее в скважину. Вот, поэтому у меня вот такие вот проблемы. Ну, короче, сейчас посмотрим, чего я добился. Каких результатов. Сейчас я увеличу и включу насос. И вы даже можете наблюдать по потоку, по объему струи, так сказать, как уменьшается зеркало, падает в скважине воды вниз. Но она уже не выключается, то есть уже не выкачивается. Так, включаю. Вот, видите? Сначала нормальный такой идет поток. Ну как нормальный? Он настолько нормальный, насколько 25-я полиэтиленовая подходит к этому насосу. Она заужена. Плюс и клапан там еще очень такой узенький. Ну как раз под 25-ю трубу. Поэтому насос не выдает своей полной мощности. Ну вот видите, да? Постепенно падает объем струи. Падает, уменьшается. Ну вот это вот зеркало, оно опускается. То есть уже как бы вода идет чистая. Видите, еще и рывками как-то. Я так думаю, что вот эти вот рывки, это потому что уже как бы насос работает на пределе почти всасывания. То есть у этих насосов максимум 8 метров всасывания вниз. И вот сейчас вот примерно оно так и есть. Если зеркало опускается практически до клапана, ну чуть выше, потому что клапан все-таки не хватает воздух, вот, не зачерпывает воздух, значит уже столб немного выше стоит. Но все равно сейчас вот насос качает практически на пределе всасывания, поэтому маленький такой объем подачи вы видите, и вот эти вот какими-то рывками, оно вроде как разрыв столба воды происходит где-то там, 8 метров, они же не зря пишут, почему максимум. Ну вот таких вот я добился результатов на сегодняшний день, на вечер второго дня, и я думаю, что лучше уже не будет. Хотя попробую, может еще завтра вечером приду с работы, покачаю, может быть лучше станет. Вот. Но насос уже как бы качает, вода чистая, но по всем признакам фильтр очень-очень туго, слабо пропускает
воду. Очень слабо он ее пропускает и туго. Вот. Ну, тяжело ему пропускать. Что оно там забито, я не знаю. Или фильтр там забит уже этой ржавчиной, окисами этими. Или уже сами слои даже от этого песка там наполнились вокруг скважины там на метр или на 2 во все стороны вот этой вот. Ну что-то туго очень. Новая скважина так не работает. Там у нас тут очень хороший водоносный слой, и даже при включении такого мощного насоса там уровень в скважине буквально падает на полметра, ну максимум на метр. И все. Максимум на метр. И все нормально работает. А вот тут вот видите, оно плохо дело. Очень тяжело ему высасывать эту воду. Очень тяжело. Что-то там не пропускает. Непонятно что. Короче, не знаю, что будет. Соберу, сейчас выключу. Назад ее попробую собрать. Может быть и не будет уже. Может она и будет уходить. Но я сомневаюсь, что будет уходить с теплового насоса вода. Даже если она и не будет уходить, я сильно не расстроюсь. Подумаешь, будет она так и бежать себе на землю, в сад. Невелика проблема. Вот. Ну вот, можно было бы еще в речку сделать слив воды. Я над этим подумаю, чтобы сделать слив в речку. Там уже проблем не будет таких. А может и не сделаю. Ну, короче, вот такие вот результаты. Так что, кто вот думает, у кого железная вода, она близко к поверхности, то будут вот такие вот проблемы со сливом с теплового насоса. Так что об этом надо подумать заранее. Может лучше в канаву сливать какую-то, я не знаю, в озеро там, если есть рядом, в речку сразу это организовать. Ну, короче, так вот оно получается. Ладненько. Все, и так уже затянул видео. Всем пока. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, или спрашиваете что-то там. Все, всем пока, до следующих видео.